И всем привет, друзья, с вами снова Йотспой Геймер. И что ж, вы вообще когда-нибудь замечали, что, то, что интро чередуется, это вы замечали, да? Пробел, интро, номер 1, пробел, интро, номер 2 и так далее. А то, что у меня чередуется приветствие. Хой, союзники! И всем привет, друзья. И что ж, у нас сегодня Whisper of Soul с Алекса. Ну, теперь знаете, новички на моем канале, наверное, сейчас приохерели, кто пришел на этот ролик. Спасибо, что подписываетесь. Хоть и не так активно в последнее время, но последние 2 ролика, да, отставание по статистике, но все равно. Вы меня радуете. Главное, что смотрите старые видосы, и там набираете. Кстати, история. О, какая звездочка интересная. Интересно, если в другом порядке это все проходить, то звезды будут расположены в другом порядке. Видите, плачущая Кримка. У нас сегодня с вами дуо Салли и Эми. Что ж, королева и еще одна королева, только по характеру. Я бы хотел начать с... Да, наверное, как знак, да, с камина. Где у нас камин? Камин у нас вот тут. Если что, у меня сразу открыто вот третье окошечко, но медлить не будем. Я хочу вам смерть показать. И, естественно, так мы выйдем с вами на дуо. Есть другой, более быстрый вариант, но... Зачем? Это все скипаем и умираем. Я хочу вам просто Game Over показать. Выключаем фонарик. Кстати, я никогда не желал вам приятного аппетита, но со прохождения вот этого Sonic X, да? А это уже месяц как мы проходим. Мы. Именно мы. Так что приятного аппетита. Кто смотрит, кто ест. Но мы убили в одном ролике 2 зайцев. Ладно, каламбур. Что ж, сам пошутил, сам посмеялся. Салякорн. Эту всю штуку мы пропускаем. Мы уже 100 раз это все показывали, роликов 5 подряд первых, да? Кто не смотрел, смотрите первые ролики. Все есть по плейлистам, у меня все как по полочкам разложено. Все-таки я челик такой, вы знаете ли. Очень-очень перфекционист, как бы сказать. Тяжело жить с перфекционизмом, очень, честно. Даже в монтаже. Наверное, вы забыли о девчонках, все это было. Все это тоже было. Удивительно, но я помню диалоги. Что ж, Кримка разгоняется. Уходи, Теос. Отлично. За Теоза мы умираем. Неважно, в принципе, за кого. Так. Умрут все, если вы умрете за одного. В принципе, они вдвоем умирают. Да. Кстати, очки у работника посерели. В этой серии я вам покажу баги. Я утром все это проходил. Смотрел, что-то как. О, тут музыка у нее другая. Серьезно? Другой ремикс versus Сьюзи из Дельтарун. Прикольный, кстати. По нотам скачет. А если так? Спиндеш на спиндеш. Эй, не зацепи свои уши. Прикиньте, если Экзе еще и огненная. Такое возможно? Интересно. Кто не понимает, о чем я, смотрите прошлую серию. Ох, как я вас всех байчу, да? Ладно, убей меня. Сливаемся жизнью. В принципе, смотреть тут не на что. Не хочу, чтобы удержание падало, поэтому делаю все динамично. Ух, как он присел. Короче, я как, знаете, Дантекрис, кто помнит еще такую, да? Мисс Дантекрис. Она всегда ломала игры, потому что делала нестандартные вещи. У меня то же самое. Это так, для новичков объясняю. Так что, если не утром лазил, вы такой баг нашел, который вы нигде не видели. Так что, вам будет даже интересно. Неважно. Снова Салли на воздухе стояла. Интересно. Интересно, если я сейчас промолчу, пройду ли я это с первого раза? Когда-то все эти уровни мне казались ужасом. Но это забавный момент, когда ты их проходишь уже 100-й раз. Это вы все видели. Отлично, Салли выживает. Что ж, Эми. Выбираем нет. Так, показываю вам ключевые моменты. И проходим лавовую долину. Вулканическую долину. Салли. Не спрашивайте, почему у меня одна жизнь, окей? Кто мой давний зритель знает, почему. Короче. Чем у меня больше жизни, тем больше я их трачу. Чем у меня их меньше, тем меньше я умираю. Скорее всего, вообще не умираю. Такой вот прикол. Отлично. Салли? Фух, ты в порядке? Я думала, я найду тебя мертвой или хуже. Стой, где стоишь.
ты настоящая Эми Роуз? Что ты имеешь в виду? Что ты тут делаешь? Выглядит подозрительно, не находишь? Я могу задать тебе тот же вопрос. Я тебе не доверяю так же, как ты не доверяешь мне. Соник пытался убить меня. Убить тебя? Я была возле Северного острова, а ты была возле Южного. Экзеллер не смог бы... Экзеллер? Откуда ты знаешь его имя? Вот это вот подозрительно. Девочки друг на друга коготки точат. Забавно. И вся тема обсуждения про Соника. Мне один парень рассказал. Вообще, я думаю, если бы ты хотела меня убить, ты бы уже это сделала. Вау, твой большой мозг смог додуматься до этого. Что мы будем делать? Где-то тут должен быть секретный проход к городу Свободы. Ха, а если бы твои враги нашли бы этот проход? Тогда они окажутся в ловушке, о которой знают я и мои друзья. Следуй за мной, Роуз. Delicious. Запах пиццы и черепах. Ладно. Ладно. Я думаю, нам надо идти вперед, и мы наверняка найдем выход. Ну ты хотя бы сказала мне про ловушки. Я пойду вперед. Не хочу тебя замедлять. Ха, какая глупость. Зал канализации. А музыка охеренная. А вы знали про это? То, что она мигает. А на этом щите нет такого. Погодите, я какой-то баг нашел? Ладно, это странно. Безопасная локация. Хер ты тут умрешь. Ну все же, это весело. Открываем ветром. Похоже на музыку из этого. Один дома 2 на Сеге было. Там город заснеженный был. Ну-ка. Ну да, тут ничего нет. Всегда было интересно узнать. И мы как блинчик скачем. Хотя можно просто перелететь. Но я вам показал, как задумал автор. Ладно, шучу, это автор. Автор все еще не скинул мне задники. Но надеюсь, скинет хотя бы свой зад. Ха. За то, что я взломал your ass. Его игру. Я вам покажу позже, когда я буду проходить сквозь стены. Запитать эту штуку. Отлично, мы услышали нужный нам звук. Звучок, чесночок. Так. Там скачет штука. Хоп. Отлично. Печально. Зато музон крутой. Можешь просто помолчать. И все. Вот это метал. Это главная башня. Я должна добраться до моего народа. Ты сама сошла? Мы должны найти мастера Изумруд. Понимаешь? Мы не знаем, где он. Слушай, у меня нет на это времени. Ты можешь либо пойти со мной, либо остаться тут. Куда исходит этот свет? Мне стоит проверить. Вдруг это ловушка? Неважно. Я смогу себя защитить. Решительно, Эми. Можно умереть, но смысла от этого нет. В принципе, вы попадете просто в прекрасную штуку. Void. Я не могу. Вот я вам когда сейчас скажу, вы не сможете потом эту игру играть. Этот эпизод. Ну, музыка звучит как будто бы, не знаю, трейлер какому-то порно. Или хентай. Я не знаю почему. Я не знаю. Я про это утром думал и сейчас думаю. Так что, подтверждено. Да музыка такая, я не знаю, откуда он ее взял. Если Данюха это посмотрит, ну теперь ты, Данюха, обречен на эти мыслишки. Я заразил тебя хентай силой. Нажмите вверх, спасибо, что написали. Долго выдумал. Тут лучше не торопиться, можно не успеть. Хотя...
Отлично. Пройдено. Так, это камеры? Если тут мастер изумруд, камеры могут показать, где он находится. Что если... не та камера, не та, точно не та. Вот он. Я была права. Мастер изумруд на крыше. Башни 24. Кто, черт возьми, его туда поместил? Значит, мне нужно вернуться. Стоит ли звонить Салли через эту машину? Что? Кто это? Роуз, что ты творишь? Салли, я нашла мастер изумруд. Он на вершине башни 24. Ты знаешь, что будет, если Экзеллер его поучит, верно? Ладно, я выдвигаюсь. Там где-то должен быть лифт, который доставит тебя на крышу. И как я должна добраться с моей башни до твоей башни? Там должны быть какие-то самолеты. Поймай один, и будет в порядке. Мне нужно идти, будь осторожна. Не спрашивайте, как я сделал этот эффект. Музыка та же самая. Она не поменялась, но... Пожалуйста. Вы видите скриншот к вашим услугам. Как выглядят их зараженные копии. Что ж, начнем сами. Мы сломаем игру. Город свободы. Пройдем за двоих. Мы же открываем все вопросики, мы же проходим всю игру. Тут мы не имеем его молот, ну типа. Мы не умеем прыгать, а знаете, что будет? Мы умеем делать только так. Мы можем смотреть вниз. Работает ли тут вниз? Работает. А мы можем подойти вплотную к стенке или любому объекту и спамить. Прикиньте, мы можем это делать только возле этих объектов. То есть, господин разработчик это не отключил. Интересно? Очень. Прячемся, и я вам кое-что покажу. Тут надо заранее стартовать и разгон делать. Когда Барк-Барк подойдет. Ну, вот так вот. Раз. Разгон. Не смог показать вам баг. Окей, но я попытаюсь провалиться сквозь пол. Будет забавно. Game Over как раз покажу. Ничего такого, он ее просто сожрет. Но Wake Up показал. Ладно, give up. Wake up. Просто мем. Подписывайтесь, если еще не подписались. Хер ли вы тут делаете? Чертовы идиоты. Ой, Соник, привет. Ну здорово. Договорился? Ну да. Чертова шиза. Воу. Блин, я не могу сосредоточен на баге. Я хочу вам показать, как провалиться сквозь пол. Вдруг не получится. Не спрашивайте, как я это нашел. Я просто утром, типа, не знаю, с ума тут сходил на этой локации. Еще бы стену в белый покрасить. И вообще психушка. Отлично. Так, мистер. И вот тут вот начинаем страдать херней. Зажимать, вверх пытаться прыгнуть. Видите? Мы не умеем прыгать на этой локации, но можем так делать. И так можно провалить сквозь пол. Не уверен, что в том месте так нельзя сделать, чтобы сразу пройти сквозь стену. Кстати, мы тут прыгаем, и нас даже не видит он. Я должен пройти сквозь стену, у меня получалось. Сами можете попробовать. 2 hours later. Ладно, не получается, но поверьте, это можно сделать. Я это делал. О, я застрял на секунду. Окей. Наруто. Отлично. Короче, это можно сделать. Я уверен, что там, где стенка была, можно было сразу провалиться. Без активаторов. Я просто нахрен уверен в этом. Отлично, он пробегает. И ждем, пока он далеко уйдет, чтобы успеть вернуться. И убегаем. Все. Это телепортер? Похоже на то. Салли мне о нем ничего не сказала. Может, я смогу им воспользоваться?
Пункт назначения. Крыша башни 24. Я справилась. Наконец-то. Ты, отойди от меня. И снова здравствуй, Акорн. Кстати, если умереть за Эми, то мы сразу выйдем на Салли концовку, либо же за Эми. Ух, как у него волосы. Какой крутой. Естественно, крутые парни не смотрят на взрыв. Ха. А у девочек волосы-то не колошатся, кроме него. Он ведь крут. Он ведь крут. Да, Соник Экзе. Ну, конечно. Стой на месте, псих. Ты? Тебя тут вообще быть не должно. Ха, я понял. Вы когда-нибудь падали с высокой высоты? С высокой высоты? Серьезно? С большой высоты. Считайте себя первопроходцами. И он нас роняет. Но мы перезапускаем игру. Потому что фраза не изменится, но нам нужно пройти еще за Салли. У нее очень интересный геймплей. Да, у Салли был другой путь в соло Салли. Там можно было идти не через лазер, а прям так. И там были бы эти штуки, которые я вам сейчас покажу, но все равно. Очень интересно. Придется нам, конечно, эту штуку повторно пройти, но ничего такого. Снова послушаем музыку для жесткого хентая. О, кстати, тут сразу можно стартовать. Вы стоите, и сейчас уже можете успеть. Раз, два. Я не могу, ну представьте хентай какой-нибудь. Под эту музыку. У меня даже смех Дрейка, блин, появился. Ладно, проходим. Ну какой же задний фон крутой, я не могу, я очень хочу эти локации к себе на рабочий стол. Тут вы по таймингу успеваете. Можете, конечно, рисковать и прыгать, но все равно. Платформы обваливаются со временем, вне зависимости от того, стоите вы на них или нет. Ну как, достаточно встать один раз? Всего лишь один раз. Так, это все скипаем. И выбираем Сальку. Погнали. Башня свободы. Прикольная тут система. Тут у нас отберут щиты. Вот эта штука обычная. Тут мы проходим, и у нас всего лишь 2 щита. Проходим через эту, нам их возвращают. Видите? Прикольно, как сделал автор. Кстати, одобряю ЛГБТ. Тут переключать нужно планы, пока ты прыгаешь. Я когда Вицназак изначально посмотрел, вот, я подумал, что типа, воу. Не, я, конечно, до этого смотрел, но я что-то с осени не особо это помню. Последний раз я осенью или летом смотрел его прохождение. Да и не все он подробно показывал, так что считайте, что он меня курирует сейчас, на данный момент. Показывает то, что я не показал тогда. Испугались? А я вам потрепал нервишки. Вы переключаете планы и делаете так. Но это не совсем планы. Это просто эти штучки. Кстати, локация справедливая, можно пройти с первого раза. Свободно. То есть, ну, тут прям... Это правильный левел дизайн, чур, когда ты можешь игру пройти с первого раза. Но, Sonic как за игры немножечко другие, скажем так. Кстати, прикол один есть. Вот. Уф, это было сильно. Дуракам везет. Прикол один есть. Музыка. Похоже, как будто я в Аморе играю. Кто не знает, что такое Аморе, ну, вы многое пропускаете. А я болтаю, используя все лишь... Уф. Немножечко своего скилла. Хм. Он меня зацепил. Довольно-таки сложный прыжок. Но я справился. Уф, вот это я чуть не ошибся. Просто та штука меня сбила. Что ж, повтор. И полетели. Такое себе дуо, конечно, потому что будет сюрприз. Эми, дай мне свою руку. Не лети за изумрудом.
Мы не можем позволить Экселеру его достать. Ты с ума сошла? У меня достаточно сил либо для тебя, либо изумруда. Не волнуйся обо мне, я смогу себя спасти. Поспеши. Тебе лучше говорить правду, Роуз, иначе... А он действительно может разбиться? Ну, типа, блин, это же могущественный изумруд. Так просто его уничтожить с помощью падения? Но обточится он чуть-чуть. Я справилась. Но что насчет Эми? Где она? Вот вам и до. Жесть на самом деле. Странно, что кровь от удара не разлетелась во все стороны, но да ладно. О нет, 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 нет. Этого не должно было случиться. Ты глупый. Ты... Напрасная жертва. Мастер Изумруд мой. И нет никакого героя, который тебя спасет. Героя? Соник был героем. Ты монстр. Знаешь, иногда миру не нужен герой. Иногда ему требуется лишь монстр. Че плачешь? Прям как в моем детстве. Ладно. Скажи мне, Алиса, получим ли мы счастливую концовку, если все из них дойдут до конца? Че, он смирился? Не знаю, пророчество может быть неизменно. Нам осталось лишь подождать. Ты могла бы просто стереть меня из Таймойна. Почему ты это не делаешь? Я поняла одно, смотря на отца. Стирание — не решение наших проблем. И что ж, сцена после титров будет. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ждите новой серии. Интересно, будет ли у нее разбито лицо там в титрах. Так долго во время видоса я еще в телефоне не сидел. Жаль, нельзя титры прям быстро промотать. При этом, чтобы показалось, я почему жду-то, я не нажимаю Enter. Для того, чтобы, показался арт. Я хочу посмотреть. Вот Эми разбилась, у нее лицо будет разбитое на арте? Или нет? Продумано ли это? Сижу, читаю ваши комментарии через телефон. Спрашивают про мой секрет молодости. Идите нахер. Фаргал, я тебя упомянул. Привет, кстати, если смотришь. Мой постоянный зритель, преданный чувак. Хотел бы выразить благодарность еще одному человеку, который на постоянке пишет длинные комменты с тайм-кодами. Тебе тоже здорово. Рау, огромное спасибо. Ай, жесть какая. Запись идет уже 55 минут. С учетом того, что меня постоянно отвлекали, все это вырезать придется долго сидеть, мучиться. И ради чего? Ради хотя бы 200 просмотров. Пожалуйста, прошу, поставьте лайк, поддержите, ролик продвинется. Спасибо огромное. Я запоминаю всех моих преданных зрителей. Пишите комментарии почаще, как хотите. Я всегда благодарен. Спасибо огромное. Нет, у меня просто зашит глаз. Не разбитое у нее лицо. Хорошо. Значит, то, что я в прошлый раз не посмотрел огненную крем, это значит, что не зря. Нет, она именно мертвая осталась, видите? То есть она умерла как бы. Но ее шрамы не стали показывать истинные. Вы открыли фрагмент памяти. Это та машина, над которой работает Салли? Воспользовавшись этой машиной, я смогу стать старше на несколько лет. Может, даже такой, как Соник. Да, я... Но так неправильно. Я просто подожду. И Салли разозлится, если я трону ее машину. А такая существует, да? Просто кто-то спрашивал секрет моей молодости. Пипец. Кто здесь? О, нет. Что мне делать? Объяснить? Нет. Мне надо спрятаться. Тут никого нет. Но я точно слышала кого-то. Эми Роуз? Эй, ты в порядке? А? Королева Салли? Я могу объяснить. Ты разбила одну из моих машин. Ты могла пораниться. Эта машина была не готова. Мне жаль. Я действительно хотела воспользоваться ей. Но я передумала и спряталась в нее и... Ты использовала эту машину из-за Соника, верно? А?
На самом деле, мне все равно. Но из-за тебя многие важные жители города умрут из-за старости. Ну, я бы пошутил насчет 15-летнего Соника и девочки, которая стала ради него чуть постарше. Окей. Значит, возраст 12 лет ее не настоящий, да, который там указан? Забавно. Потому что, ну, чисто математически-то возраст у нее не сдвинулся. Допустим, мы живем в Мексике. Окей, значит, легально. Извините. Но ведь так и должно быть. Кто-то умирает, кто-то рождается. Мы не можем изменить судьбу тех, кому суждено умереть. А, вот почему они поссорились. Нихера себе у нее лицо. Извините, просто только все обсудить хочу. Ладно, смотрим дальше. Лицемерка, ты на 2 года старше. Изменила свою судьбу, не так ли? Прости, я понимаю, что нечестный. Просто помолчи. Помолчи. Уходи и не попадайся мне на глаза, Роуз. А ради Соника все это, да? Че такая злая-то? Какое тебе дело, какой у нее возраст?